Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наргиз и Азамат. Мы приветствуем всех тех, кто не успел по разным причинам побывать на концертах Димаша, посмотреть фотографии, прочитать эмоциональные отзывы. А также мы приветствуем всех тех, кто уже прочитал, посмотрел и не прочь сделать это еще раз. Дневник ЕФК в формате нескучных новостей к вашим услугам. Поехали! Вот и прошли первые 3 концерта тура Арнау 2020. Давайте подведем итоги. Азамат, мне кажется, подводить итоги еще рано. Давай тогда просто вспомним все незабываемые моменты в фактах, лицах и фотографиях. Согласен. Итак, Наргиз, чем запомнился концерт в Краснодаре? Ну, во-первых, хочу сказать, встреча в аэропорту прошла практически эталонно. Диерс заранее договорились выстроить коридор, чтобы не утопить любимого певца в любви, и подарили подарки. Также успели спеть песню с канатом «Ага». Так что можно сказать, что они выполнили свою задачу просто на 5. Самое удивительное было, что поклонница из Перу преодолела 13 тысяч километров для того, чтобы посмотреть на своего кумира. Можно сказать, что ее мечта сбылась. В этот день в Краснодаре были очень жуткие пробки. Все потому, что был концерт, и Диерс спешили к Димашу. Я думаю, что все таксисты запомнили имя Димаш, и я думаю, что они обязательно его послушают у себя в машине. Именно на концерте в Краснодаре прозвучала авторская песня Димаша «Война и мир», которую все зрители и фанаты приняли особенно горячо. Но больше всего запомнился момент, когда Димаш ринулся к зрителям, и тогда зрители просто задарили своего кумира букетами цветов. И это было очень трогательно, потому что здесь и сразу видно, что люди очень любят Димаша. Наргиз, а ты заметила, что во время концерта Димаш много говорит спасибо своим фанатам? Видимо, Димаш очень соскучился по своим Диерс. Да, Азамат, ты действительно правильно это все подметил. Также я думаю, что Арнау тур и первый его концерт в Краснодаре прошел незабываемо и триумфально для столицы Кубани. Диерс Татарстана творчески подошли к встрече фанатов. Они придумали девиз «Диерс, всех стран объединяйтесь».
Также официально были представлены фан-клубы из Казахстана, Канады, Финляндии, Татарстана, Самары, Башкирии, Москвы, Белоруссии и Якутии. Беларусь. Куда у нас собирается Аня из Беларуси? Екатеринбург, Екатеринбург, потом Рига, потом Москва, потом Москва, потом Дюссельдорф, Дюссельдорф, Прага. Прага И всех ждем в Минске. и в Минске. Отлично, замечательно. А Якутия у нас куда собирается? Тоже Екатеринбург, далее в Москву, потом Прага и Минск. Ну, может, еще Штутгарт. Ну, это мы еще посмотрим. То есть вы еще раздумываете, а не слетать ли нам в Штутгарт, да? Да. Также на припате всех удивили выступления талантливых детей Татарстана. Помимо них выступали друзья Димаша, которые приехали из Актобе. Все вместе, если получится, конечно. Друг не тот, кто в застолье крут, и когда за здоровье пьют, друг не станет тебе кричать: пей до дна. Друг почувствует, что тебе стало холодно на земле, и согрей своим теплом без вина, мой друг. И ты меня прости за все, что нам пришлось пройти, мой друг. На повороте дней вижу я все ясней, кто настоящий друг. В том числе Илья Покровский. Эта песня называется «Summer». Конечно же, лето привлекаем. I've been dreaming for so long to fly away to islands, read my song to a town somewhere by the sea, and now it has finally happened to me. I can see the golden sun in the sun. I'm drinking a cocktail and having fun. I hear a light breeze touch the trees. I listen to the DJ play loud CD. И сразу после припати дорогие уехали в аэропорт для того, чтобы встретить Димаша, его родителей и также его команду. Да, хочу отметить, что встреча в аэропорту в Казани не уступала по дисциплинированности краснодарской встрече. Также туда приехал ветеран войны, чтобы встретить Димаша, и Дирс повели себя очень благородно, дав возможность ему сфотографироваться с Димашем, вместо того, чтобы сделать общую фотографию. Потому что Дирс были уверены, что Димаш никогда не пройдет мимо ветерана и обязательно пожмет ему руку в знак благодарности и уважения. Да, и что же было запоминающимся в концерте в Казани, мы можем сказать уверенно, что было все запоминающимся для нас. Да, например, девочка, которая залезла, так скажем, на сцену и обняла Димаша, когда все Дирс подпевали песни своего кумира. Ну и, конечно же, песня Димаша «Война и мир». Да, она была впервые в этом туре введена в, как скажем, в репертуар всех песен на концертах. И еще я заметила два момента. Это, первое, интересный подарок от фанатки Димашу в виде букета с крыльями. И также был очень трогательный момент, когда Димаш, перепрыгнув через перила, чтобы пожать руку и обнять
людей, которые сидели в инвалидных креслах. Меня это очень впечатлило на самом деле. Я думаю, что каждый раз появление Димаша нас будет все больше удивлять своими поступками. Мы это запоминаем, да, и больше его ценим за это. Все Диарс, кто был на концерте у Димаша в Казани, никогда не забудут эти запоминающиеся моменты и счастливые случаи. Да, как сказала одна Дир, а вы знаете, как бывает, когда весь мир, вся вселенная сходится в одном месте, в одной точке, на одной сцене, когда сердца бьются в унисон и когда тысячи пламенных сердец отражаются в глазах. Этот день защитника Отечества столица Урала запомнит надолго. Именно в Екатеринбурге совершился концерт Димаша Кудайбергена, тур Арнау. Наргиз, давай тогда по порядку. Да, встреча в аэропорту прошла с уральским колоритом, надо сказать. Это и хозяйка Медной горы, и подарок Димашу, это шахматы из уральских самоцветов. Также на самом припате, на концерте было замечено очень много людей из разных регионов, с ближнего и дальнего зарубежья. На концерте Димаш очень много шутил, делал селфи со своими фанатами, ну и, конечно же, не обошлось без выхода Димаша в зал. Отдельного упоминания стоит финальная часть песни «Печальная осень». Акустика зала и великолепное исполнение Димаша помогли создать этот шедевр. Но это еще не все. Да, Дирс так хорошо подготовились к исполнению любимых лебедей, что заглушили пение любимого артиста и, можно сказать, даже не дали ему допеть, но Димаш попросил, чтобы ему наконец-то смогли дать эту возможность. Мы можем это все увидеть на видео. Можно я закончу, пожалуйста? Любовь старше лебедей. Спасибо! Ой, как классно! С большой радостью хочу отметить, что на концертах Димаша было очень много мужчин, молодых людей и даже детей, которые с большой эмоциональностью приняли артиста. Только вот остается один вопрос. Есть ли жизнь после концерта? Конечно же, есть, уверенно заявляем мы, потому что после эмоционального всплеска мы понемногу отходим от прошлых концертов и готовимся уже к новым концертам, которые будут совсем-совсем скоро. Именно 7 марта Димаш даст свой концерт в Риге, 9 числа в Москве и 11 марта в Киеве. А мы не будем отходить от нашей традиции, завершать программу с датой недели. Друзья, в программе «Утро» на телеканале «Россия» ведущая спросила Димаша, кто он, тенор или баритон? На что Игорь Яковлевич Крутой ответил, он Димаш. Ну, Наргиз, я думаю, что здесь все сказано. Да, мы только пробежались по всем масштабным событиям нашей диирсовской жизни. Если вам захотелось узнать обо всем поподробнее, заходите на ЕФК, ссылки в описании.
Дорогие Дирс, которым посчастливилось уже побывать на концертах Димаша, если вы хотите поделиться своими видео впечатлениями с нами, Отправляйте свои видеоотзывы на почту, указанную в закрепленном комментарии под этим видео. На сегодня мы заканчиваем. С вами были Наргиз и Азамат. Всем спасибо. Всем пока. Приветствуем тех, кто уже посмотрел, написал, прочитал концерты Димаша, кто посмотрел, прочитал концерты Димаша и посмотрел. Но! Итак, ладно. Я зато Я хочу могу танцую. попеть, и ты поймешь, найдешь казаха. Кстати, вы смотрели видео, которое я скидывал, нет? Мы приветствуем всех, кто по разным причинам не смог присутствовать на концертах Димаша, не увидел эмоциональные отзывы, не прочитал фотографии. Вообще, так Это его фраза. Большое видится на расстоянии. Лицо к лицу. Большое видится на расстоянии. Это письмо к женщине, письмо. Это стих. Лица не увидать. Большое видится на расстоянии, когда, это же Есенин. когда кипит большая гладь. Корабль в плачевном состоянии. Земля, корабль. Я просто, если серьезно, я сосредотачиваюсь. Можно я Димаша переключу? Он реально смотрит, как давайте быстрее. Не-не-не, еще рано. Все, давай. Хорошо. Мне нравится песня, которая была на китайском Новом году. Спой китайскую песню, пожалуйста, Дарина. Спой песню Расми. Я прям успокаиваюсь. Да. Нет. В-третьих, в Краснодаре были пробки, и поэтому все диа разбежали к концерту. Что за пурга? Ё-моё! Бежали к концерту. Бежали к концерту, потому что были пробки. Если честно, мне кажется, типа из этих пробок, когда читала этот текст, то есть там же реально было все так плохо, и я сразу представляла себе какой-нибудь кадр из фильма, когда там, не знаю, Годзилла в океане, все люди останавливаются, вот ровные ряды машин в пробках, они там в разные стороны, все выходят, ну это просто Димаш. Ну не Годзилла, концерт Димаш. Но самый запоминающийся момент был тогда, когда сам Димаш пошел к зрителям, и зрители задарили его букетами цветами. Это... Ты не так сказал, правда, извини, ты сказал букетами цветами. Букетами цветами, блин, ема. Могу и так я говорить вообще-то. Нет, вот это Могу еще так. Итак, готовы? Готово. Подхватила.